准备好了吗？待会儿被我打趴下，可不要哭鼻子哦。 Тансан сначала отказался от меча Асуры в пользу наследия морского бога, но возникает вопрос, может ли он получить положение сразу двух богов? По правилам божественного царства это не совсем разрешается, поэтому Асура нашел способ, как передать свою силу Тансану. Он это сделал через Сиаву. Она станет ножными для меча Асуры, и таким образом Тансан также сможет пользоваться силой Асуры. После завершения 9-го испытания и поглощения дарованных богом колец, тело Сиаву уже достигло уровня полубога, и она стала титулованной на пике 95-го ранга, почти как Даймубай. Это была уже довольно пугающая сила, но то, с чем она столкнулась, было присутствием бога Асуры, который был даже выше морского бога, божественное наследство, которое Танчей не смог унаследовать усилиями всей своей жизни. Теперь эта энергия достигла Сиаву через Тансана. В этот момент страх, сожаление и всевозможные негативные эмоции наполнили сердце Тансана. Даже его божественное чувство немного расстроилось. По сравнению с Тансаном, Сиаву была намного спокойнее. Она только почувствовала, как на нее хлынул ледяной холод, а затем по всему ее телу разлился освежающий холодок. И в этот момент Тансан высвободил всю силу морского бога, пытаясь прогнать эту чужую силу. Сила бога Асуры давала Сиаву освежающее чувство, но по мнению Тансана, эта сила была полностью разрушительной. Эта ужасающая сила Асуры была подобна острой игле, проходящей через блоки духовной силы Сиаву, прямо вливаясь в ее вены. Даже Тансан, морской бог, не смог заблокировать проникшую энергию Асуры, иначе это навредило бы меридианам Сиаву. Ее энергетические каналы стали чисто золотыми, под влиянием силы бога Асуры, наполненными леденящим кровь намерением убийства. Тансан был шокирован, он ясно почувствовал, как ментальная связь между ними Сиаву теперь стала идеальной, особенно чувство кровной связи, как будто Сиаву стала продолжением его левой руки, частью его самого. Под влиянием силы Асуры она моментально прорвалась на 96-й ранг. Тансан переживал, что ее тело не выдержит такой ужасной силы, от которой даже тело Танчиня сломалось. Тансан посмотрел, как двухметровый божественный меч Асуры, о котором он практически забыл в зале морского бога, медленно плыл к Сиаву. Как ни странно, жажда убийства Тансана в его левой руке полностью ушла. Перед ними Сиаву интенсивная энергия морского бога мгновенно заблокировала непрошенный меч Асуры. Энергия бога Асуры уже слилась с телом Сиаву, и теперь этот меч Асуры прилетел к его наследнику. Он искал Сиаву. Поглотив духовное кольцо, она уже открыла глаза, наблюдая за мечом. Ее глаза наполнились жаждущим светом. Тансан повернул голову и посмотрел на Сиаву. Внезапно у него возникла мысль. Сиаву была похожа на Нинрадрон и Оскара, только что достигнув уровня силы титулованного. Она также обладала его аурой. Асура посчитал, что Сиаву уже обладала необходимой силой и специально направил свою сферу в ее тело, чтобы передать наследство. Таким образом, Сиаву заменила Тансана. Ведь он сам ранее решил в пользу морского бога. Теперь, когда казалось, что бог Асура выбрал Сиаву, Тансан чувствовал, что это даже хорошо. Однако стать богом Асуры было определенно нелегко и опасно. Хотя сила Сиаву уже достигла нужного уровня, до наследования божественности все еще оставался большой разрыв, и в этом процессе могла возникнуть смертельная опасность. И как Сиаву могла выдержать ледяное убийственное намерение бога Асуры? На самом деле, чем сильнее бог, тем опаснее наследство. С ее мягким характером и добротой, если она столкнется с таким божеством, как бог Асура, сможет ли она добиться успеха? Тансан посмотрел на Сиаву с очень серьезным выражением лица. «Сиаву, только что энергия Асуры влилась в тебя. Этот убийственный меч является сокровищем, которое оставил мой прадед Танчень, оружием того же уровня, что и трезубец морского бога. Сейчас у тебя есть шанс получить наследство бога Асуры, но он довольно могущественное божество, известный как бог убийства. Завершение его наследства определенно будет чрезвычайно опасно. Мой прадедушка пытался всю свою жизнь, но безуспешно. Принимать ли его, решать тебе». Только сама Сиаву могла решить сейчас. Слушая Тансана, она практически без колебаний ответила: «Бро, я принимаю его». Тансан не думал, что Сиаву ответит так быстро. «Сиаву, ты должна все обдумать. Сложность наследства бога Асуры может быть выше, чем у моего морского бога. Ты видела наследие морского бога? Ты точно хорошо подумала? Если ты примешь это наследство, тебе придется завершить его. Не будет никаких шансов на сожаление». Сиаву твердо сказала: «Я принимаю его. Бро, послушай, привлечь внимание бога может быть даже сложнее, чем унаследовать его. Ты уже стал морским богом. И если я хочу быть с тобой навсегда, я тоже должна стать богом. Какой путь к становлению богом не опасен? Кроме того, я не знаю, смогу ли я найти другое божество позже. Я не хочу оставлять тебя, я хочу быть с тобой навсегда, так что позволь мне попробовать. Если ты мне поможешь, у меня определенно будет шанс, иначе этот меч Асуры не выбрал бы меня».
В итоге Сяову согласилась и приняла наследие Асуры. А теперь на секунду представьте милую Сяову в образе Асуры с убийственной аурой. Тансан Асура смотрится грозно. Как же Сяову будет использовать эту силу? Напишите в комментариях, что вы думаете. Сяову хлопнет по столу рукой, а Тансан такой: «Тише, тише, не буди в себе Асуру». Теперь у Тансана будет грозная жена. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал и всем пока.